Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. У меня к вам большая просьба, если вы смотрите это видео без подписки, оформите подписку прямо сейчас. Под этим видео есть кнопочка подписаться, нажимайте на нее, ставьте колокольчик, лайк, оставляйте комментарий. Все это поможет в развитии моего канала и в продвижении этого видео. Буду вам очень благодарна за вашу активность. Также вы можете поддержать мой канал, оформив спонсорство. В описании будет ссылка на этот вид поддержки. К сожалению, в России он не работает, поэтому если вы не в России, для вас это работает. Ну и просмотры рекламы без пропусков тоже помогают в развитии моего канала. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала свой простой объемный шарф с акцентной бахромой. Он связан из пряжи Alize Lana Gold Classic. Основное полотно я вязала крючком номер 6, и для бахромы я использовала крючок меньшего размера. Мне так удобнее, вы можете бахрому формировать таким же крючком. Здесь уже смотрите, как вам удобно. У меня ушло почти 4 мотка основного цвета и почти 1 моток пряжи для бахромы. По ширине шарф у меня 26 сантиметров. В длину шарф получился примерно 260-270 сантиметров. Из них 216 это основное полотно, и с каждой стороны бахрома по 23-25 сантиметров. Я сейчас на небольшом образце покажу, как вязать столбики без накида с ровным краем нижним и боковыми, как прятать хвостик в начале и в конце вязания, и расскажу про то, как сделать расчеты. Для образца я буду набирать 10 воздушных петель. Первую петельку затягиваем и далее набираем 10 воздушных петель. Смотрите, здесь можно взять крючок на пол размера, либо на 1 размер больше, или же набирать свободно, для того, чтобы край нижний не был стянут. Я буду набирать свободно. Далее делаем 1 воздушную петлю для подъема. 1 воздушную будем делать в конце каждого ряда. И во вторую петлю от крючка будем сейчас начинать провязывать первый ряд столбиками без накида. Петля, которая на крючке, это рабочая петля, мы ее не считаем. Вот уже сформированная первая петля, первая, и во вторую начинаем вязать. И здесь, смотрите, мы вяжем не за верхнюю дужку, да, а переворачиваем вот эту цепочку звенья косички вниз, и здесь находим вот эти перемычки. 1, 2, 3. Итак, вторая петля от крючка, переворачиваем, и вот наша первая перемычка, которая нужна. Захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке вместе. Это первый столбик. Дальше вторая перемычка, захватываем рабочую нить, вытягиваем, и 2 петли на крючке провязываем вместе. И вот таким образом мы вяжем до конца. И последний 10-й столбик. В конце нить всегда буду затягивать вот так. И провязали первый ряд. Далее, смотрите, высвобождаю крючок из петли и буду сейчас прятать вот этот хвостик. Перед тем, как его начать прятать, я распущу вот этот узелок, который здесь образовался, для того, чтобы убрать лишний объем. Так, теперь затягиваю, чтобы все было ровненько здесь. И поднимаю кончик на вот эти верхние горизонтальные петли. Прохожу в последнюю верхнюю горизонтальную, за левую стенку столбика последнего, подхватываю хвостик и вывожу через эти петли. Прокладываю на верхние горизонтальные, и во втором ряду их просто буду ввязывать по ходу вязания. И переходим на вязание второго ряда.
делаем воздушную петлю для перехода на второй ряд, переворачиваемся и начиная со второго ряда все последующие ряды мы будем вязать следующим образом. Мы будем начинать вязать ряд не во вторую петлю от крючка, да, а в третью, имитируя столбик уже вот этой верхней горизонтальной. И еще раз, вот эта петля, которая на крючке, она не считается. Раз, два, и вот третья петля. Здесь мы проходим под обе дужки. Вот так, да, вот сюда. И подхватываем рабочую нить. Вот этот хвостик, он у нас просто лежит, и мы его, да, вот ввязываем в столбики. И провязываем первый столбик. Дальше в следующую верхнюю горизонтальную под обе дужки. Второй. Третий. Четвертый. Дальше провяжите, пожалуйста, так до конца и встретимся еще в конце вязания ряда. Девятый столбик. Вот этот хвостик можно еще потянуть, если это необходимо, только смотрите, сильно не перетяните, вот, чтобы этот край не поднялся. И можно уже его не ввязывать, просто переведу вперед и провязываю последний 10-й столбик вот сюда. То есть вот у нас, видите, торчит такая ниточка, перемычка. Я вот сюда пройду и провяжу сюда последний 10-й столбик. В последующих рядах это будет немножко по-другому выглядеть, сейчас покажу. И затягиваем, да, чтобы все было ровненько. Все, провязали второй ряд, вот этот хвостик можно обрезать. Переходим на вязание третьего ряда. Как обычно, одна воздушная петля для подъема, переворачиваем полотно и в третью петлю от крючка под обе дужки верхней горизонтальной начинаем вязать третий ряд. Провязываем так 10 столбиков и еще в конце встретимся, покажу еще раз, как завершаем ряд. Провязываем под верхнюю горизонтальную 9 столбик и 10 вяжем вот сюда, в эту крайнюю. Вот смотрите, такая горизонтальная перемычка и 2 ножки, да, которые уходят у нас в разные стороны. И мы вот подходим как будто бы в раскол, да, вот между вот этими ножками проходим и провязываем сюда последний столбик. Затянули. Все, и вот таким образом образец, пожалуйста, провяжите высотой 10 рядов. 3 мы уже провязали, еще 7 провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Итак, после того, как вы связали 10 рядов, необходимо постирать образец, высушить его и сделать замер. Предварительно давайте я вам сейчас покажу, как мы будем прятать вот этот хвостик, да, уже в готовом изделии. Вы повторите все то же самое. Мы обрезаем нить, оставляя хвостик подлиннее, полностью высвобождаем нить из последней петли, берем крючок поменьше, так вот переворачиваем, вот у меня, например, лицевая сторона, да, переворачиваю на изнаночную сторону и здесь, смотрите, подхватываю вот эту крайнюю перемычку, вот отсюда у нас выходит хвостик и вот чуть ниже прохожу вот в эту перемычку, захватываю, вытягиваю и дальше я буду проходить просто вот в эти перемычки, которые лежат под верхней горизонтальной. Вот таким образом. Снизу вверх прокалываю перемычку и захватываю хвостик. Вот так вот проделываем примерно на 10 столбиков. Это я уже говорю про готовый шарф. И далее я перехожу на ножки столбиков, да, вот они, чуть ниже вот этой перемычки. Вот у нас перемычка, а вот ножки. И я прохожу в ножки вот так и уведу в обратном направлении хвостик через вот эти ножки. Вот так. И перевожу вот так вот в самое начало. Вот таким образом я буду прятать и фиксировать хвостик. В конце просто обрезаю. Вот так.
Итак, после того, как образец готов, его необходимо постирать и высушить, и уже затем снять замеры. Для начала измеряем ширину и узнаем, сколько у нас в 10 воздушных петлях сантиметров, для того, чтобы затем высчитать, сколько воздушных петель нам нужно набрать для желаемой ширины шарфа. Для этого прокладываем вот так вот мерную ленту и видим, что в 10 воздушных петлях у нас 7,5 сантиметров. Записываем свое значение. Далее измерим высоту для того, чтобы понимать, сколько примерно рядов нам нужно провязать для желаемой длины. Но я, если честно, не ориентировалась вообще никак на эти данные. Я просто извязала почти все свои 4 мотка, да, и остановилась тогда, когда посчитала нужным. Но этот параметр тоже, пожалуйста, давайте замерим для того, чтобы у вас было представление, да, о расчетах в принципе. Итак, прокладываем вот таким образом нашу мерную ленту и видим, что в 10 рядах у нас 7 сантиметров. Записываем свое значение. Все, и далее я сейчас прикреплю памятку для того, как делать расчеты. Это такая стандартная формула, вы просто в нее в дальнейшем можете подставлять свое значение, да, опираясь вот на такой принцип замеров, и вот на такую формулу вы сможете рассчитать абсолютно любое вот такое прямое изделие, да, из любой пряжи, любым крючком для любых параметров. И вот таким образом я рассчитала для себя, я хотела шарф примерно 25-26 сантиметров в ширину, да, и у меня в этих 26 сантиметрах выходит 35 воздушных петель. Длина у меня, как я уже говорила, я ее не рассчитывала никак, я просто извязала все свои мотки, которые я предполагала для шарфа, да, для того, чтобы рассчитать количество рядов. Вы просто опираетесь на формулу и рассчитываете для своего изделия количество рядов. Для бахромы я использую такую же нить, только другого цвета, контрастного. Здесь можно применять нити разного цвета, можно использовать в тон шарфа, можно вообще все разные цвета использовать, задействовать остатки пряжи, например, которые есть у вас дома. Да, это такой акцентный декор, либо же просто можно оставить без декора какого-либо, да, и так будет шарф еще более универсальным. Всего на одной стороне у меня 15 вот таких элементов бахромы. И в каждом элементе по 4 отрезка. Соответственно, нужно подготовить 60 отрезков на одну сторону и 60 на другую. Итого 120. Один отрезок у меня длиной 50 сантиметров, что дает мне длину бахромы примерно 23-25 сантиметров длиной. Да? Можно либо делать сразу отрезки поменьше, рассчитав, да, из желаемой длины, просто умножаете желаемую длину бахромы на 2, либо же потом уже посмотреть, как будет смотреться шарф на вас, и подрезать бахрому уже после того, как вы оформите края. Итак, пожалуйста, самостоятельно подготовьте для одной стороны 60 отрезков, либо для двух сторон сразу 120 отрезков по 50 сантиметров, либо той длины, которую вы рассчитали для своей бахромы. И когда все отрезки готовы, приступаем к формированию бахромы. Так, вот у меня первая сторона, смотрю, здесь вот так выглядит лицевая сторона бахромы, так выглядит изнаночная. После того, как вы оформите первую сторону, обязательно на это обращайте внимание, для того, чтобы шарф расположить в том, да, на той стороне, на которой надо. На лицевую сторону определяю шарф, вот так. И здесь буду проходить вершинки столбиков. Вот у меня лицевая сторона. Я с изнанки на лицевую прохожу в первую. Да, вот первая петля. И беру отрезки, 4 штучки. Складываю их ровно, чтобы края были на одном уровне. И складываю пополам. Вот так.
И теперь с лицевой стороны подхватываю отрезки крючком меньшего размера и вывожу наизнанку. И дальше вот в эту петлю пропускаю края отрезков и подтягиваю. И здесь, смотрите, аккуратненько подтягивайте каждый отрезочек, чтобы все было ровненько. Вот так. Первый элемент бахромы готов. Так я буду формировать всего 15 элементов. Так, далее по тому, на каком расстоянии распределять элементы бахромы. Так как у меня здесь 35 воздушных петель, да, 35 столбиков, я, если честно, не рассчитывала применять бахрому в этом шарфе. Но уже потом, когда я связала шарф и поняла, что мне нужна бахрома, да, распределить ее в 35 петлях не совсем получается равномерно. Сначала я просто поделила, да, 35 на 5, чтобы получить целое число, получилось 7. И начала прикреплять бахрому в каждую пятую петлю. При этом, да, вот в первую я тоже прикрепила и от нее начала отсчитывать. Вот 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот сюда в пятую я прикреплю следующий элемент бахромы. Дальше отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. В эту тоже прикреплю бахрому. И всего получается не 7, да, как по подсчету, а 8, потому что мы вначале прикрепили бахрому в первую из 5, да, и затем в каждую пятую верхнюю горизонтальную. Всего получается 8. 8 мне оказалось мало для такой ширины шарфа, и потом я уже добавила между этими элементами по одной штучке, да, по одной бахроме. Предлагаю вам, если у вас тоже 35 воздушных петель, сначала в первую, затем в каждую пятую прикрепляйте бахрому, а уже потом просто посерединке между этими элементами прикрепите оставшиеся элементы. Если у вас другое количество воздушных петель, то просто поделите, например, на 2 и в каждую вторую прикрепляйте бахрому, да, или в каждую третью. Тоже смотрите, какая толщина бахромы у вас, да, и какое расстояние между элементами вы хотите. Сначала получите какое-то целое число, и затем уже присоединяйте, да, необходимой, да, густоты бахромы. Я буду присоединять в каждую пятую. Вот в первую я присоединила, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. Сюда прикрепляю следующий элемент. Так, и дальше уже не считая вот этой последней прикрепленной, я иду дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда прикрепляю. Да, дальше отсчитываю, вот сюда прикреплю, сюда 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца. И затем встретимся на дополнении, да, элементов бахромы. Итак, я прикрепила 8 элементов. Вы можете посмотреть, возможно, вам понравится вот такая густота бахромы, да, вы можете оставить и так. И далее я просто между вот этими элементами прикреплю еще по элементу. Здесь где-то будет получаться прям посерединке, где-то будет немного, да, вот, например, здесь у нас будет чуть-чуть смещаться, то есть где-то будет 3 столбика, где-то будет 2 столбика между элементами. Страшного в этом ничего нет, оно на самом деле смотрится нормально, на мой взгляд. Еще самостоятельно, пожалуйста, вот прикрепляйте по серединке между элементами, да, где вам больше нравится. Вот так, вот так. И так двигайтесь до конца. И после того, как ваша бахрома будет готова, вы можете подровнять ее по самому короткому хвостику, просто подрезав ровненько ножницами. Я этого делать не буду, мне нравится, когда она такая не совсем однородная, поэтому оставлю так. И вот такой прекрасный, простой, длинный, объемный шарф с акцентной бахромой у нас получился. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, вы вдохновились на создание шарфа для себя. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если это видео вам понравилось, оставляйте в комментариях обратную связь, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы можете делиться своими работами.
присылать мне фотографии готовых изделий по моим видео. И я очень благодарна вам за просмотр, за интерес к этому видео. Вяжите с удовольствием и пока-пока, до новых встреч!